Сегодня приготовим торт Прага. Торт Прага мы приготовим не по ГОСТу, но он тоже очень вкусный. Для приготовления нам понадобится бисквит. Рецепт у меня есть на канале. Рецепт бисквита. Это обязательно должен быть на сметане. Он более такой влажный и больше всего подходит для приготовления этого торта. Кроме этого нам понадобится сгущенное молоко, какао, вот здесь вот у меня воды немножечко налито, ванилин, 1 желток, шоколадка. Обязательное для Праги это использование абрикосового повидла или джема. Ну и все, начинаем приготовление. Начинаем приготовление крема. Нам нужно взять ковшик, в котором мы будем уваривать крем. Добавим 1 желток и 20 грамм воды. Сначала мы этот желток перемешаем. Мы берем вот его вот так вот перемешиваем. Взбивать его не надо, просто перемешали так, желток. Сюда теперь добавляем воды 20 грамм и опять все перемешиваем венчиком. Желток сначала обязательно надо перемешать с водой. Так, как следует тщательно. Итак, мы перемешали 1 желток и 20 грамм воды. Вот. Только теперь мы добавляем сюда сгущенное молоко. Опять все это очень хорошо, тщательно перемешиваем. Мешать лучше, конечно, надо венчиком. Так, вот до такого пышного состояния. И теперь мы это все увариваем на огне. Делаем средний огонь и никуда не отходим, вот так постоянно перемешивая. Мы будем вот так уваривать до загустения. Начинают вот так вот пузыриться, булькать. Вот. Масса наша загустела. Все, этого достаточно, мы снимаем с огня. Пока остывает у нас заварная масса, мы берем сливочное масло. Сливочное масло должно быть у нас комнатной температуры. И мы должны его теперь взбить до пышного такого состояния. То есть крем для нашего торта будет на сливочном масле. Так, вот. Собираем и начинаем взбивать. Вот масло, оно начинает вот белеть и становиться таким пышным, чуть-чуть увеличивается в размере. Но вот мы еще продолжим взбивание. Так, ну вот, наверное, достаточно. Вот оно такое пышное, белое состояние. Сюда добавим 10 грамм какао. И опять взбиваем. Начинаем по чуть-чуть, чтобы у нас какао не сильно разлетелось по кухне. Ой, все равно разлетается. Так. Крем у нас будет на тон бледнее коржей. Коржи у нас будут кофейные, тоже шоколадные. Шоколадный бисквит. И поэтому, чтобы красиво он смотрелся всегда, отличие было, крем будет светлее. Теперь мы вот эту остывшую массу, которую мы уваривали в ковшике, мы всю прикладываем в взбитое масло.
Переложила. И теперь мы это опять собьем. Итак, собираем торт. Первый корж расположен на пергаментной бумаге. Постараемся, чтобы он у нас оказался по центру. Теперь мы будем промазывать абрикосовым джемом. Ягоды я оставляю, не перетираю. Распределю их по всей поверхности. Итак, мы джем распределили равномерно, и теперь мы нанесем слой крема. Крем удобно наносить с кондитерского кулечка, и наносить мы его будем кругами, начиная от края торта, и продвигаться будем к центру. Если хотите, чтобы слои крема между коржами получились одинаковыми по толщине, нужно предварительно крем разделить на равные части. И уже с кондитерского кулечка именно одинаковыми такими порциями выкладывать и распределять этот крем. Лопаточкой выровнять нам осталось этот слой крема. После того, как мы все это выровняли, так надо аккуратненько со всех сторон постараться, чтобы у нас равномерно он распределился, этот весь крем. И теперь переходим к следующему коржу. Все то же самое повторяем в той же последовательности. Корж выкладываем, сверху будем намазывать абрикосовым джемом, и потом опять повторим все это с кремом. Так, верх мы опять пропитаем джемом с ягодами. Это все надо делать также аккуратненько, не нажимая на торт, чтобы у нас крем не выдавился, а остался таким прям слоем. Данный рецепт Праги, он не требует пропитки дополнительных коржей. Так. И теперь мы его выровняем оставшимся количеством крема. Так, ну и начинаем дальше его выравнивать. Сглаживаем сначала верх торта,
И теперь переходим на бока. Выровнялся тортик. Теперь мы его убираем в холодильник. А в это время готовим гланаш или шоколадную заливку. Для этого мы согрели, вот вскипятили воды в ковшике, у меня кипяток такой крутой. Сверху ложим миску, блюдо любое, и сюда же отправляем шоколад. По рецепту 80 грамм, но у меня чуть-чуть побольше, я всю шоколадку сюда добавила. Сюда же добавляем в микроволновке, разогрела очень горячие сливки. И все это перемешиваем. Шоколадка сейчас у нас на такой водяной бане должна раствориться. И смесь должна получиться такой однородной, шоколадно такой. Вот она начинается такая темнеть. Шоколад впитывает сливки. Так, нам надо, чтобы они как следует у нас вот этот вот шоколад однородный, полностью, чтобы шоколад у нас вот он растворился как бы. Растопилась вот такая красивая однородная масса получилась. Красота. Так, и теперь мы будем вот этот наш тортик аккуратненько украшать вот этой шоколадной глазурью. Она у нас, начинаем с середины. И потом сколько хватит, ну столько она у нас на бока уйдет. Нам самое главное вот в этой глазури покрыть верх торта. Так, я, пожалуй, наверное, еще возьму лопаточку, мне удобнее будет. Так, и вот сколько уйдет у нас, столько уйдет на бока. Мы бока будем засыпать крошкой, поэтому если чуть-чуть не хватит у нас вот этого нашего шоколадной глазури, то тогда ничего страшного. Самое главное, чтобы равномерно у нас покрылся верх. И осталось нам теперь бока посыпать крошкой. Вот мы когда от бисквита срезали, сравнивали верх такой вот, ну, нашего бисквитика, и вот этот вот, то, что обрезки наши, мы вот этот вот раскрошили в крошечку. Теперь мы этой крошкой украсим бока. В принципе, он уже готов, но можно еще с шоколадом, просто чисто одним шоколадом растопленным, нарисовать вот здесь полоски, что я сейчас сделаю.